Здравствуйте, да? Тема сегодня — среда обитания. Итак, среда обитания. Как вы понимаете, что для вас среда обитания? Ну, это окружение. Окружение. Но мы рассматриваем сразу среда обитания — это физическое, да? То есть человек, где живет. В квартире, например, да? В квартире тепло, уютно. Кто такие мы? Ну, человек живет. Я живу в квартире. Нет, мы рассматриваем, это кто такие мы. Я думаю, в какой я обстановке живу. В смысле? Не физически. Нет, я думаю о том, насколько конфликтной среде я живу, там и так далее. Мы такие. Мы? Нет. Большинство, наверное. Ну, в первую очередь физическая, да? Какая квартира, теплая, уютная, если вода, да, если... Ну, да. Нет, я вот еще, например, рассматриваю, что как город, климат, вот как бы, вот, там, не знаю, природа. Это все относится к физическим. Ну, да, тоже. Следующее, да, отнесем к психологическим. Психологическим это что отнесется? Вот как раз вот среда, То, что я сказал, да, атмосфера, вот я это имел в виду. Враждебно или дружелюбно. Да. Это все вот места, которые ты посещаешь, все коллективы, с которыми ты сталкиваешься, и ваше общение. Ну, То есть тоже, да. Общение, да, отношение людей к тебе. Но смотрите, это именно внешние люди относятся к вам, да? А можно рассмотреть психологическое, да? Когда ты сам к себе относишься. Как ты сам к себе относишься? Понимаете? Что ты делаешь с собой? Вот мы будем говорить с вами вот про эту среду обитания. И от нее очень многое зависит. Ну, это получается как тело, что ли, или что? Сам к себе, к своим способностям, к своим действиям, к своим мыслям, к своим ощущениям. Просто как-то среда обитания у нас с чем-то внешним все равно, нежели от своих действий. Я предлагаю среду обитания посмотреть, какую ты делаешь психологическую у себя, в душе. Вот эту вот среду обитания, потому что от этой среды обитания зависит ваше состояние тела, физическое состояние тела. Да нет, Ангелина, ты подумай как раз, что ты — это не только твое тело. То есть все, ну вот... Нет, я согласна, там какое-то биополе, там, не знаю. Да, при чем тут биополе? Как ты относишься к себе, это значит, как там ты, не знаю, моешь квартиру часто. Вот посмотри на это шире. В какой частоте там... Сколько ты проводишь времени сама с собой? Это же все среда обитания. Ты еще физическую. Да, я упоминаю, но я намеренно упоминаю, чтобы раздвинуть ее. А я говорю про среду обитания психологическую у человека, которая вот она среда обитания, да? Что это и есть душа. Как мы там к себе относимся, как мы относимся к своим ощущениям. Ой, тут у нас бликует, прям такой блик стоит. И образом. Ну, по сути, это как внутренняя среда обитания. Да, это внутренняя среда обитания человека. Вот про это я сейчас и говорю. Так, да? Итак, как мы относимся к себе? Варианты. Давайте с ощущений. Верите ли вы своим ощущениям? Создаем внутреннюю среду обитания. Итак, ощущения. Как вы относитесь к своим ощущениям? По-разному. Какие ощущения есть? Тепло, вот это вот, комфорт. Тепло. Да. Легкость. Всегда у вас есть это? Нет. Какие есть ощущения? Тяжесть. Холод. Меня, да, сейчас... Когда я нервничаю, меня сковывает холод. Я физически остываю сильно. Да. Я начинаю бегать в туалет, чтобы избавляться от лишней жидкости, чтобы, ну, как бы теплее мне было. Иначе она как бы замерзает физически. И мне еще холоднее. Да. Тяжесть. Что там еще у нас? Холод, да? Такие вот.
Дальше. Идем. Чувства. Какие чувства вы в основном испытываете? Угу. Гости. Это тоже чувство? Или это Это чувство, да, чувство. Угу. Страх, да? Злость. А мы только плохие пишем, да? Вина. Радость. Любые какие чувства. Это молнии все время. Да. Там мы тепло с легкостью не записали. Нет, наверное, тоже. Легкость есть, бывает, да, но она не всегда. Да. Это не норма вашей жизни, я говорю про норму. Ну, тяжесть, мне кажется, тоже не всегда. Прям все время тяжесть, что ли, холод. Все равно периодами где-то бывает легкость, тепло. Мне часто тяжко. Ангелина, ты сейчас себя защищаешь. Ну ладно. Нет, ну мне тоже часто тяжко. Ну вот, допустим, вот холод, как бы мне вот... Ну если рассматривать тяжесть и легкость как две крайности, у которых нет середины, предположить, то я гораздо больше в тяжести. Я сейчас, чтобы вы почувствовали вашу новую среду обитания, где вы постоянно. То, что вы выходите из этой нормы и чувствуете себя другое. Но вы там побыли как в отпуске и обратно. Да. В пасмурные будни Екатеринбурга. Дальше. Мысли. Какие мысли? Ну... Я сильная, я все могу? Нет, наоборот, что я вот лошара. Я не профессионал. Ну, я там... Да, тоже вот сомнения в своей профессии. Безвольный какой-нибудь. И отсутствие... Как это? Отсутствие сил, вот энергии бывает, что... Тоже как бы вот такие мысли, что... Ну, я не словом напишу сомнения. Да, ну можно, да? Сомнения. Так, дальше образы. Какие образы? У меня в последнее время какой-то образ, вот это уныние, такое все серое, как это, пасмурное. Мне важно, чтобы вы сейчас ощутили, да, свою внутреннюю среду обитания. Вы сейчас проговариваете. Пока мы это проговариваем, на меня наступает тяжесть, там, холод и так далее. Реально, мне прям становится грустно. Просто вы уже профессионалы в этой сфере, да? Быстренько ищем их. И вы можете сделать... Хоп, и притянули. Тяжело очень. И тяжесть такую, ну, не очень тяжелую, да, не очень тянет. Да? Или 20 килограмм гири взять, или 1 килограмм. Но там и там тяжесть, понимаете? Ну нет, мы возьмем также 20, но обманем свое мозг и такие... Ну, брали типа и по 30 раньше. Ничего такого. Это тоже вариант. Иногда и 30. Нет, не раньше, а типа, бывает ведь и 30, так что 20 не так уж и плохо. Итак, понимаете, да? Вот она, среда обитания души. Не тела, а души. Представляете, сколько идет напряжения? И душа, где в душе идет постоянное напряжение, обитает тело. И это напряжение куда переходит? На тело. Понимаете логику, да? И получается напряженное тело. Что в первую очередь напрягается? Напрягается нервная система. Да. Вот. Отсюда идет нейродермит. То есть у тела есть много запасов, резервов, вариантов, да, очень много. И оно начинает это напряжение сбрасывать, находить варианты куда-то сбросить, потому что в постоянном напряжении никто не выдержит. Когда я чешусь, у меня ощущение, что мои нервные окончания по всему телу, ну или в отдельных его участках, они как будто супер усилены. И я чувствую там движение воздуха по каждому волоску на своем теле. И мне прямо хочется, как будто у меня там кто-то ползет, муравей. Мне хочется там вот его сбросить, почесать. Вот реально. Вот такие ощущения. Все правильно. То есть у Пыль. тебя сильно напряженная, да? Вот перейдем, пример, вот комната, да, физически такой, да, вот в ней жарко, очень жарко. Что мы сделали? Мы открыли окно. Да? И если еще жарко станет, мы что сделаем? Откроем дверь. Понимаете? То есть мы будем убирать это. Вот то же самое делает и тело. Итак, у вас сильное душевное напряжение внутри.
потому что вы себя напрягаете по всем 4 направлениям, только так. Идет напряжение. В первую очередь страдает нервная система. Нервная система – это основная, она дает импульсы для всех органов. И если напряжена нервная система, начинают напрягаться другие системы. Понимаете? Отсюда напряжена нервная система, мочеполовая тоже напрягается. Отсюда идет цистит. И первая форточка, спасательная, да, это нейродермит. Легкая такое еще форточка спасательная, да, это покраснение у ребенка на коже. Ну, это считается крапивница, да, вот на щечках красная, вот потница у детей еще называется. Это первый сигнал, что ребенок в напряженной, душевном напряженном состоянии. Ребенок от чего? Потому что родители напряжены. Ребенок это как следствие. То есть задуматься родителям, в каком они душевном состоянии, поработать с собой. Следующее, да, вот более ярко выраженное, это нейродермит. То есть какое напряжение уже пошло. Следующее, более серьезное, псориаз. По всей коже идет. Уже выброс, уже открывается, что возможное. Да? Легкое такое, это всегда путаю, геморрит. Да? Сопли. Это тоже есть напряженное, но оно еще терпимо. Но у человека всегда забит нос. Сопли. Это между псориазом и нейродермитом? Да, да. Не, ну гайморит это еще до нейродермита. Нет, просто сопли-то и гайморит все-таки разные вещи. Когда уже гайморит, это когда уже там гной, там вот такого плана, то есть это уже совсем запущено. Ну, это просто тебе объяснили, про что имеется. Я не совсем поняла, как связано с этим. С нервными системами. Да, тут, ну ладно. Тут-то все как бы с кожей было, а тут с носом. Есть два варианта сброса, да? Через кожу, через нервы, да? И через слизь. Ну, в коже можно чесаться, а можно прыщами покрываться. Это то же самое, да, тоже гной выходит. Да, это кожа. Ну, в гайморите тоже гной. Где гной может пройти? Какие-нибудь конъюнктивиты. Конъюнктивит это тоже вот следствие вот этого. В ушах еще бывает что-то там закладывает. Мне кажется, дело вот это, ну, как следствие, нет? Это просто ярко выраженные, когда да, напряжение дает. Естественно, там есть побочные, которые есть внутренние, которые человек не замечает, потом начинает болеть, идет, да? Давление. Да. Связано. Но основа всего этого, вот, душевное состояние напряженное, вот это вот. Всякие, кстати, флебология, вот это вот, вены, варикоз, вот это тоже все от тяжести. Это следствие, да. Но самые ярко выраженные, вот это вот на коже, которые явно выраженные проявляются, да, мы сейчас говорим про ярко выраженные. Сопли это такой вариант, да, астма. Это когда ушло в нервно и в легкие, да. То есть человек, значит, недоволен, постоянно напряжен в настоящем времени. Не то, что обсуждает, там, будущее ему не нравится, да, или прошлое ему не нравится, а в настоящем, в зависимости еще от этого. Вот они получаются. Значит, задача что, да? Изменить среду обитания. Свою среду обитания. То есть к своим мыслям, да? Если пришла мысль, в первую очередь, что нужно сделать? Принять. То есть, что такое вообще процесс принятия? Говорят, прими. Что значит принять? Принятие это вообще процесс. Он состоит из, ну, я так примерно условно разделила на 3 этапа. Первый, да, это признать, что у тебя есть. Вот если вы признаете, вот у нас первый этап прошел, да, вы признали, что ощущение в основном тяжесть, да, мысли, сомнения, чувства, вина, злость. Это вы признали, что это у вас есть. Это первый этап принятия. Давайте этапы тоже писать. Ну вот вместо зелененького это можно стереть. Вместо зелененького? Я, наверное, сюда. Вместо синенького, да. Первый этап это принятие. Принятие, да? Это процесс.
Первое. Признать, что это у тебя есть. Раз вы признали, что это есть, да, значит, вы можете это изменить. Правильно? Если вы увидели, что на столе стоит стакан, значит, вы можете изменить. Наполнить его или убрать. Правильно? Вот то же самое. Если вы признали, что у вас это есть, значит, вы это можете изменить. В один. Ничего. Все одинаково, что физически, что психологически работа основная. Да? Первое. Признали, что у вас есть. Второй этап. Да? Определить, что это неплохо, нехорошо. Вина – это чувство неплохо, нехорошо. Это вы этим пользуетесь. Это просто ваш способ. Он не плохой, не хороший. Да? Я напишу так. Определить, да? И скорее осознать. Что хорошо, да, и неплохо. Это просто способ. Если у вас есть сомнения, это способ, которым вы пользуетесь. У вас есть ощущение тяжести, это способ, это ощущение, которое вам нужно, вы ими просто пользуетесь. Вот и все. Это неплохо, не хорошо. Вы так научены, вы такими видели. Как инструмент. Мы же не можем винить молоток в том, что мы там им не вкручиваем шурупы. Конечно. Он же для других дел. То есть отнестись к этому, это как инструменты. Вы этими инструментами пользуетесь, вы научены. Значит, раз вы то, что это инструменты, значит, что можно? Допустить, что есть другие инструменты. И третий этап – это допустить. Допустить, что есть другие, что есть радость, что есть легкость, да? Что есть уверенность. Понимаете? Вот знаменитую, да? Что тут есть уверенность, есть вера, да? Радость, дальше наслаждение, нега, удовольствие, легкость, воздушность, тепло. Что еще у нас там, да, есть? Мягкость. Понимаете? Допустить какие варианты. Образы, да? Положительные образы. Ну, положительные это тоже оценка. Приятные образы. Приятные образы есть, которые приносят приятности. Вот смотрите, допустили мы, что есть. Допуская, что есть вот это, вот это, вот это. И следующий этап. Позволить себе. Я позволяю себе, да, вот эти вот новые инструменты в душе. Вот это идет принятие. И следующий этап – поблагодарить, благодарность. Поблагодарить себя за то, что вы прошли вот это вот, осознали и допустили, и позволили новые инструменты. Может быть, им придется проработать отдельно чувства, отдельно ощущения, отдельно мысли, отдельно образы. Может, у кого-то получится в целом проработать. Может быть, благодарить можно и после второго. Благодарить, да. Но благодарить желательно вообще после всего, потому что что такое благодарить? Дарить благо. Ну, а сегодня все. Спасибо.